Здравствуйте, друзья! Приветствую вас в новом уроке живописи акриловыми красками. Сегодня мы будем создавать несложный сюжет, но при этом постараемся создать сбалансированное изображение с каким-то композиционным центром. При этом я покажу вам еще один, возможно, новый для вас способ живописи акриловыми красками. Мы будем в основном использовать мокрый акрил и всю картину напишем по-сырому. Для этого я приготовил белила. Это акриловые влагостойкие строительные белила, купленные в строительном магазине. При этом я развел их водой и сделал густоту такого кефира. И еще одним важным элементом нашей сегодняшней работы это будет пистолет для разбрызгивания воды. Как я уже сказал, вся работа будет проводиться по сырому акрилу. Я специально не брал какие-то особые кисти, первые попавшиеся из моих многочисленных наборов, поэтому кисти сегодня, можно сказать, не главные герои наших работ. Но вот на том, какие цвета мы будем использовать, может быть, стоит остановиться более подробно. Это фиолетовая светлая, к ней в пару я бы отнес розовая темная, сюда же оттенок красной и два синих оттенка, ультрамарин и кобальт синий. Я приступаю к работе. Смочу нашу поверхность водой. И, наверное, надо будет эту воду разогнать по всей поверхности. Не могу сказать, что сегодня пистолет для разбрызгивания воды у меня удачный. Желательно, если вы настроите его для разбрызгивания очень мелкими каплями, чего мне сейчас практически не удалось сделать. Поэтому мне пришлось дополнительно разгонять краску. Возможно, еще этот способ живописи, будет полезен тем, кто все время говорит, что акрил быстро высыхает и мы не можем работать им. Давайте попробуем вот такой способ, где вы сможете все время содержать свою работу в такой во влажной субстанции. И я начинаю, беру белила, очень жидкие белила, разведенные в баночке с водой до состояния кефира, и начинаю накладывать их на поверхность картины, вместе подмешивая туда уже какой-то цвет. Ну, я могу специально оставлять какие-то мазки, делать работу такую мазково-художественную, больше с уклоном в декоративную живопись. Мне это нравится, меня это не смущает. Надеюсь, что вам для школы, для познания акрила, живописи, для освобождения своей руки такой способ тоже придется по душе. Вот посмотрите, у нас на поверхности находится даже такая, ну, совсем влажная субстанция, которую я гоняю из стороны в сторону. И это еще не все. Теперь мне необходимо взять кисть пожестче и превратить акрил, который у нас есть на палитре, полностью в акварель, в жидкую краску. Вот такие лужи я создаю акрилом.
Прямо много воды можно туда добавить. Еще сюда. Сюда. Ничего, если он там смешивается с белилом. Ну и теперь нам нужно эту краску. Ах ты, макнул не туда. Мне надо было макнуть в воду, а я макнул в белило. Давайте поменяем местами. Сюда будем лить воду. Обращайте внимание, что я делаю. Я беру жидкую краску, цепляю ее на кисть, переношу сюда. Здесь у нас формируем мы такую крону дерева. Не хватает краски на палитре. Но здесь в центре кроны дерева компонуем цветовое пятно. Акрил все время жидкий. Чтобы сменить цвет, я мою кисть. Ну и все, у нас получается такое довольно-таки монохромное художественное произведение. Вот такое решение у меня сегодня. Как свободно можно работать таким способом. Немножко не хватает мне. Я сейчас возьму еще коричневую акриловую краску. Мне не хватает темных моментов. Давайте поимпровизируем. Немного белила. Очень интересно получается структура дерева. Краска смешивается с той, которая уже есть у нас на поверхности, и создает вот такие красочные импровизационные эффекты. Получается, что мы работаем по-сырому. Мне бы не хотелось, чтобы крона дерева выражала строго очерченную
Есть у нас, как всегда, в арсенале и тонкие кисти. И когда рисуете ствол дерева, прошу вас, не рисуйте ровную палку. Это как должна быть какая-то изогнутая, изящная линия, которая соответствует характеру нашего дерева. Такая интересная. Мелкие детали мы потом еще дорисуем. Перед вами акриловая краска, нанесенная на холст по-сырому. Мы создали живописную картину с декоративным уклоном. И сейчас я собираюсь дать этой поверхности высохнуть, чтобы потом можно было доработать какие-то детали, уточнить веточки. Давайте дадим работе высохнуть. В картине еще есть несколько непросохших участков, но я собираюсь продолжить работу, сосредоточившись на дописывании каких-то деталей в картине. Вот, уточнил дальний план. Но я все-таки стараюсь сделать немного касаний, то есть доделок будет немного. Мне нравится акварельность нашей работы. При этом работу мы сможем покрыть лаком, что позволит восстановить звучание цвета и защитит работу от истирания. И такая работа не требует дополнительной защиты стеклом, как в случае, если бы наша работа была выполнена акварелью. В этом для меня тоже существенная привлекательность акрила перед другими водоразводимыми красками. Вот здесь у нас еще не просохший участок. И мне бы хотелось сделать еще несколько касаний, создать вот здесь. Ну, как чтобы крона дерева не казалась обрезанной. Подстриженной садовником. Была пышная и разветвленная. Вот так. Итак, мы с вами выполнили работу жидким акрилом. Растекаясь, краска заняла свое место на холсте по вполне непредсказуемому сценарию. Мы, конечно, сюжет был нами определен, но получившиеся такие расплывы, смешивание краски непосредственно на холсте запланировать невозможно. Это можно отнести к спонтанному проявлению акрила. Мне это тоже в каких-то работах очень нравится, потому что, мне кажется, именно такие моменты задают
в картине наибольшую художественность, природность. Ну и вы видите светлый оттенок, но не нужно это делать чистым белилом. Такие ветки там где-то в тени. Вот так. Доработка деталей. И здесь какие-то несколько светлых веток. Наша работа подходит к концу. Еще, наверное, в течение 20 минут работа будет окончательно высыхать, после чего я собираюсь покрыть это полотно акриловым полуглянцевым лаком. Еще раз повторю, это восстановит звучание цвета, сделает его сочным, живым, будто бы только что нанесенным на поверхность холста. Большое спасибо за внимание. Урок закончен. Всего доброго.